Осень в городе Норвуд-Фоллс всегда приносила туман и золотые листья, словно накрывая улицы мягким покрывалом. Но для Ричарда Элмса, предпринимателя среднего возраста, эта красота не приносила утешения. Уже 3 года его дочь Лили Элмс, 8-летняя девочка с серыми глазами, не произносила ни звука. После аварии, в которой погибла ее мать Хелен, Лили словно исчезла в собственном молчании. Ричард обращался к врачам по всей стране, от специалистов Гринвилля до клиник в Лейкшоре. Но никто не смог вернуть девочке голос. Она училась, писала ответы, но жила будто за стеклом. В один прохладный день Ричард забирал Лили из школы. Когда они проходили через площадь у местного музея, девочка неожиданно остановилась. На ступенях сидела пожилая женщина в старом плаще. Рядом стояли баночки и флакончики с надписью «Настои от бабушки Мёрти». Лили впервые за долгие годы посмотрела на кого-то с искренним интересом. Женщина, Мёрти, тепло улыбнулась девочке и протянула ей маленький стакан горячего травяного чая. «Это особый чай», — сказала она мягко. «Он помогает согреть сердце, когда оно слишком долго молчит». Ричард хотел увести дочь, но что-то в спокойном голосе старушки остановило его. Лили осторожно пила чай, слушая, как Мёрти рассказывает о своей дочери, которую однажды потеряла и долго из-за этого молчала. Слова, сказанные негромко, но с глубокой теплотой, будто пробили невидимую стену. Мёрти взяла руку девочки и приложила к ее сердцу. «Те, кого мы любим, не исчезают», — сказала она. «Они остаются здесь. И когда мы вспоминаем их вслух, им становится светлее». У Лили дрогнули губы, глаза наполнились слезами. И вдруг она прошептала: «Мама». Ричард застыл, не веря услышанному. 3 года тишины и одно слово, которое вернуло мир на место. Девочка рыдала, рассказывая о маме, и ее голос постепенно оживал. Старушка вручила Лили маленький флакончик с медовой настойкой, чтобы слова текли легко, как весенний ручей. По дороге домой Лили говорила без остановки о школе, снах, друзьях. Ричард слушал и ощущал, как внутри него что-то меняется. Дома они пили чай и впервые за годы вспоминали Хелен вслух. На следующий день отец и дочь поехали на кладбище. Лили рассказывала матери о своей жизни, и Ричард понял: исцеление приходит, когда перестаешь прятать боль. Прошли недели. Лили полностью вернулась к обычной жизни, стала болтливой, смеющейся, живой. Чтобы помочь другим детям, пережившим утрату, Ричард основал фонд «Голос рассвета». Лили же стала маленьким волонтером фонда, делясь своей историей. Однажды она принесла флакончик меда мальчику, потерявшему отца. «Этот мед помогает словам найти путь из сердца», — сказала она ему. И ребенок заговорил. С годами Лили выросла, стала психологом и продолжила дело отца. А маленький флакончик от бабушки Мёрти стоял на ее рабочем столе, как напоминание о дне, когда чудо пришло на ступени музея. Ричард так и не нашел ту старушку. Никто в Норвуд-Фоллс не знал ее. Иногда он думал, что это был ангел. Но одно он знал точно: любовь не исчезает, она просто принимает другую форму. И стоит открыть сердце, как начинается исцеление.